Привет, 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 песеры, с вами Морж, и хорошая новость у нас вчера пришла от Konami, при том, что от Konami обычно хороших новостей не дождешься, здесь все-таки есть на что посмотреть. Интер у нас стал партнером Konami, а значит будет лицензирован значок, будет лицензирована форма, и конечно же мы ждем легендарных игроков, собственно, от Интера. Как по мне, дико круто подписывать договоры с командами серии А, потому что в 90-х серия А была просто нереально богатая, там кто только не играл, легенд огромное количество, и естественно их можно реализовать в нашей игре. При этом, ребят, Интер уже был у нас в игре в 20-й части и в 21-й частично, потом этих игроков у нас забрали, а теперь вот Интер возвращается. Ну, для Konami это стандартный финт ушами, такое было с Ливерпулем, когда у нас позабирали Джерардов и Оуэнов, а потом оп, и опять их ввели, и опять от Ливерпуля. Короче, немножечко некрасиво. Тем не менее, хочу с вами пробежаться по легендарным игрокам от Интера, которые уже были у нас в PES, которые могут вернуться к нам в PES, и мы, конечно, все на это очень сильно надеемся. Тут, кстати, будут и легендарные игроки, и иконики, потому что не все эти игроки получили икоников. Итак, первый у нас, конечно же, Тольда. До прихода Чеха, до доминации Чеха, Тольда считался просто непробиваемым вратарем. Смотришь на статы, ну, для части, в которой он был, а это 20-я, это не самые большие статы, тем не менее, Тольда стоял охренительно просто. 196 сантиметров у него было роста, плюс стиль обороняющийся вратарь. Тольда тащил как не в себя, и многие игроки его просто обожали. Конечно, я хотел бы, чтобы он появился у нас в 22-й части. Я думаю, он был бы очень даже хорош. Хотя Konami могут, конечно, любого игрока испортить. Тольда был топчиком, и у меня про него самые лучшие воспоминания. Далее Бергоми, он же дядя, если вы знаете его прозвище. 93 имел на максимальной прокачке, опять же, для 20-й части не самый конский рейтинг, при этом был вполне себе неплох. 184 роста, стиль подключения к атаке, хотя в атаку он особо не ходил, вот в отличие от того же Пике, которого постоянно тянуло вперед. Неплохие статы в отбор, в принципе, достаточно хорошее количество навыков игрока, тут и опека, и перехват было. Вполне себе достойный, хороший центральный защитник, еще и с классной силой удара, которую, конечно, реализовать было негде, тем не менее он был хорош. Отдельно тогда выделялся баланс 87 для центрального защитника, даже в 20-й части это было офигительно. Плюс хорошая скорость и ускорение, физика. Короче, Бергоми был очень неплох. Конечно же, Иван Кордоба 91 всего лишь имел на максимальной прокачке, крайне малый рост для центрального защитника, всего лишь 173, при этом хорошая скорость и ускорение, и да, хорошие статы в защиту, но в 20-й части рост очень сильно рулил, и он своей, к сожалению, прыгучестью 99, в принципе, кое-каким корпусом не вывозил. Кордоба был таким абсолютно проходняковым вариантом, крайне редко я его видел в каких-то составах. Но все равно, как легенда Интера, он может появляться в нашей игре. Следующий у нас Вальтер Самуэль. Вот это уже действительно легенда Интера. Хреновейшее ускорение 69. Скорость тоже особо не блещет, тем не менее 78. Великолепный, идеальный корпус, классные статы в защиту, но тоже крайне редко он был у нас в составах. 183 сантиметра у него, стиля игрового не было вообще. Да, есть опека, есть перехват, есть боевой дух и игра головой, но 91 для 20-й части это был вообще не рейтинг, а с таким ускорением ловить ему на поле было нечего. К сожалению, был абсолютно проходняковым вариантом, тем не менее, в 22-й части может появиться и может быть неплох. Деян Станкович, конечно же, 89 на максимуме, абсолютно середняковый центральный полузащитник, тоже особо в составах его не было, 181 сантиметр, хороший по снизам, ну, остальное смотришь, вроде ничего особенного, разве что пушечные удары присутствовали. Проходняк, но приятно было бы. Юрий Джаркаев, конечно же, 91 максимальный рейтинг, при этом имел стиль охотник за голами на атакующем полузащитнике. Блин, то есть стандартная хрень от Konami, стиль на основной позиции не работает. Тоже особо ничем не выделялся, хотя для атакующего полузащитника имел классное умение атаковать, реализацию и силу удара. Но по снизам, по навесам, как вы видите, не самые большие, плюс стиль на АПЗ не работает, а на офф он терял 3 единички навыка. Тоже не слишком часто бывал он, к сожалению, в составах, тем не менее,
менее, Джеркаев вполне себе легендарный персонаж как для Интера, так и для сборной Франции, и мне хотелось бы, чтобы он появился. Адриано, иконики пошли, иконики. Адриано 100 максимального рейтинга имел, собственно, в 20-м PES у нас, не в 20-м, в 21-м, конечно же, и с клубным бустом, если вы ставили эмблему Интера. К сожалению, не имел игрового стиля, поэтому на поле вел себя хрен пойми как. К сожалению, была ужаснейшая слабая нога, но при этом пушечный удар, пушечная реализация, пушечный дриблинг для его-то габаритов 189 сантиметров, плюс 99 корпуса, блин, 97 дриблинга, представьте, при 99 корпуса. Это было охренительно. Несмотря на все минусы, Адриано жёг, и жёг просто не по-детски. Плюс еще и штрафные бил, и подкрутка была. Короче, Адриано была очень прикольная карточка. И не зря именно на Адриано на моем старом канале был первый женский обзор. Да, так что вот Адриано у нас может вернуться в 22-й части, а вот автор женских обзоров, не возвращайся, Моржонок, если ты это смотришь, спасибо, не надо, мне хватило. С тобой, конечно, весело, но психика у меня не железная. Так что, Адриано, пожалуйста, возвращайся в eFootball 2022, Моржонок, удачи, пока. Дальше идем, конечно же, Киву. 95 имел на максимальной прокачке под эмблемой Интера. В принципе, обладал средними показателями скорости, классным корпусом и вполне себе все хорошо умел в защиту. При этом был классный по снизам, классный по навесам, подкрутка, и сила удара присутствовала, и навыки присутствовали, и стиль хороший наращивания, и опека, и перехват, и акробатический вынос. Даже несмотря вот на эти не самые конские показатели скорости, Киву был классным, и очень многим он нравился, мне в том числе. 184 роста, хорош, вот действительно был хорош, мне прям заходил в 21-й части, я, конечно, очень расстроился, когда у меня его забрали. Занетти, один из лучших правых защитников нашей игры, ну, по крайней мере, раньше был, потом у нас 21-й был Феррер, просто бешеный. Но, к сожалению, Феррер уже тоже не тот, что был раньше. И скорость, и ускорение классные, и корпус присутствует, и в защиту этот парень умел, и слабая нога замечательная, и точность подач, и низкий пас навесом, и опека, и перехват, акробатический вынос. Короче, Занетти реально был топчиком. И в 20-е его юзали, и в 21-е его юзали, и действительно, это легендарнейший капитан Интера, поэтому обязательно Konami, возвращайте нам его в игру. Следующий, Эстебан Камбиаса, 96 на максимальной прокачке с эмблемой Интера. Не самой лучшей скорости ускорения, при этом практически идеальный корпус, великолепнейшая выносливость, в защиту умел, пасом первым обладал, имел достаточно хороший стиль-разрушитель, по навыкам тоже все хорошо, и тут и на защиту опека перехват, и при этом удар без подработки, пас касания, пас на ход, короче, максимально универсальный опорник, тоже его очень многие любили, я в том числе, несмотря на 177 сантиметров, далеко не самый богатырский рост. Ну и последний, это Альваро Рекоба, 98 аж имел на максимальной прокачке с клубным бустом. Конечно же, потрясающие показатели дриблинга, потрясающие показатели реализации, не самая лучшая скорость, великолепнейшая подкрутка. Рекобу, честно, очень редко видел я в составах. Тем не менее, для Интера фигура знаковая, и хотелось бы, чтобы Konami его добавили. Вот такие ребята у нас были уже представлены в PES. Надеюсь, что они, конечно же, вернутся. Можешь в комментариях написать, чье возвращение ждешь ты, а может быть ты ждешь каких-то новых игроков. И я бы на самом деле новых, в принципе, и ждал. Объясню почему. Смотрите, ребята, из тех легендарных игроков, которые у нас уже есть. Виера в Интере играл, ЭТО в Интере играл, Румениги в Интере играл, Роберто Карлос в Интере играл, наверное, еще какие-то, я всех не прочекивал, тоже играли в Интере. Поэтому для Konami открывается очень большое поле для маневра. С удовольствием почитаю в комментариях, кого от Интера ты ждешь в первую очередь. Ну а я потихонечку буду прощаться, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока.